Глава 376. Духовная снежная вода и жидкий небесный огонь. Когда две женщины вошли в магазин вместе с теми тремя мужчинами, Хань Ли и Кривая Душа вышли из-за здания. При виде того, как эти две женщины вошли в магазин, на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Задумавшись на мгновение, он ушел на другую улицу вместе с Кривой Душой. На первый взгляд, магазины для культиваторов и магазины для смертных снаружи ничем не отличались. Магазины были проложены рядами по обеим сторонам улицы, на каждом из них была своя вывеска с витриной. Там были магазины с такими названиями, как «Магазин смешанных товаров господина У, магические инструменты Чэнь Цзы», «Магазин 5 магических элементов и предметов из них» и «Необработанные материалы Хоянь». Хань Ли не стал заходить в эти магазины, вместо этого он направился к центру рынка небесной столицы. Хань Ли, основываясь на своем предыдущем опыте, знал, что лучшие магазины должны располагаться в самом центре, под павильоном облачных мечтаний. Приближаясь, Хань Ли снова невольно стал рассматривать павильон в небе и замедлил шаги. В этот момент на улицах рынка появилось много культиваторов, которые также спешили по магазинам. Пройдя около километра, Хань Ли знал, что нашел подходящее место. Его глаза загорелись от удивления, когда он увидел огромную площадь, что составляла в диаметре около половины акра. Полоса тонкого, белого нефрита, покрывавшая землю на площади, придавала ее виду изысканную красоту. В центре площади, прямо под павильоном облачных мечтаний, было пусто. Двери павильона были закрыты, очевидно, не желая приглашать посетителей. 6 маленьких, великолепно оформленных дворцовых павильонов возвышались вокруг площади, каждый на одинаковом расстоянии от центра. Они стояли слегка напротив друг друга. Ни одного другого магазина не было среди этих 6 магазинов на площади. Еще раз взглянув на павильон, Хань Ли снова взглянул на 6 дворцовых павильонов на земле. Павильон Горного моря, павильон Белой воды, павильон нефритового отряда. Хань Ли пробормотал про себя имена этих 6 магазинов, осматривая культиваторов, которые входили и выходили из них. Он хотел войти в магазин, куда заходили культиваторы самого высокого статуса. Но через мгновение Хань Ли выругался с мрачным лицом. Клиенты этих магазинов были почти одинакового статуса. Осмотрев эти дворцовые павильоны, был немного взволнован. Будучи в подавленном настроении, Хань Ли еще раз пристально осмотрел эти 6 магазинов еще раз, и на этот раз он обнаружил нечто странное. Символы, вышитые на вывесках каждого из магазинов, казалось, имели какое-то уникальное, более глубокое значение. Знамя павильона Горного моря было украшено голубым мифическим животным, у павильона Белой воды был маленький золотой меч, у павильона нефритового отряда был зеленый гриб. Увидев это, Хань Ли понял, что ошибся. Спустя мгновение он подошел к ближайшему к нему магазину, павильону Белой воды, чтобы подтвердить свои догадки. Кривая Душа, естественно, молча следовал за ним. Войдя в зал павильона Белой воды, он обнаружил, что внутри было очень просторно, несколько сотен метров в ширину. Множество рядов полок из белого нефрита сверкали сотнями магических инструментов всех цветов. Быстро окинув их взглядом, Хань Ли обнаружил, что эти магические инструменты в лучшем случае были всего лишь магическими инструментами первого ранга. Они для него были слишком простыми. Перед прилавками стояли 5 помощников в лазурной одежде, каждый из которых в настоящее время был занят культиваторами, которые выбирали несколько магических инструментов. Но как только Хань Ли и Кривая Душа вошли, один из помощников заметил, что Кривая Душа была культиватором стадии заложения фундамента. Несмотря на то, что он не мог точно определить уровень культивации Кривой Души, он все же поспешно бросился к нему с горящими глазами. Учтиво поприветствовав Кривую Душу, он тут же спросил: «Старший, какие магические инструменты вас интересуют?» Поскольку обычные магические инструменты, вероятно, вас не интересуют, как насчет того, чтобы я сопроводил старшего в VIP-комнату. Хозяин магазина приобрел несколько новых магических инструментов высшего ранга, мы можем пройти и посмотреть. Хань Ли улыбнулся, услышав такую искусную лесть: «Младший, следуй за мной. Я хочу осмотреть эти магические инструменты». Услышав высокомерный тон Кривой Души, помощник стал еще счастливее. Он пригласил их в соседнюю с главным залом комнату, а затем пригласил с хозяина магазина. Как только он вышел, в комнату вошла изящная служанка и налила им 2 чашки какого-то странного ароматного чая. Хань Ли вежливо поднял чашку и испробовал чай. Но вскоре после этого появился эксцентричный мужчина средних лет с длинной бородой и усами. Он вошел с сияющей улыбкой. Но сразу, как только он вошел, он увидел уровень культивации Кривой Души. Он был крайне удивлен и поспешно поздоровался с ним, сказав: «Я действительно не ожидал, что господин Даосист достиг поздней стадии заложения фундамента. Мои поздравления. Я хозяин магазина Цаолу.
Желаю вам как можно скорее прорваться к стадии формирования ядра. Его торжественное, почтительное пожелание крайне удивило Ханли, его мысли быстро перевернулись на мгновение, прежде чем он понял, что хозяин имел в виду уровень культивации кривой души. В этот момент он велел кривой душе сказать: «Да вы верно шутите. Разве достичь стадии формирования ядра так легко? На самом деле, я пришел, чтобы подготовиться к этому делу. Однако, поскольку я здесь в первый раз, я не знаю, где мне найти нужные ингредиенты, духовную снежную воду и жидкий небесный огонь. Надеюсь, вы можете дать мне несколько нужных советов». Кривая душа говорил очень любезным тоном, поскольку мужчина средних лет был культиватором в средней стадии заложения фундамента. Хозяин магазина ЦАО мгновенно ответил: «Хе-хе, это не проблема. Между нашими 6 объединенными павильонами взаимное уважение и взаимопонимание. Я свяжусь с помощником павильона нефритового отряда, даосистом Ауянем, и немедленно отправлю их, и если эти вещи есть в наличии». Без малейших колебаний он достал талисман передачи звука и проговорил несколько слов, прежде чем тот превратился в полосу красного света и вылетел из комнаты. Затем хозяин магазина ЦАО стал оживленно беседовать с кривой душой, расспрашивая его о происхождении и принадлежности. Но Ханли не мог рассказать эти секреты мужчине, которого только что встретил. Он просто ответил, что кривая душа был культиватором, который недавно прибыл на остров. Поскольку он неожиданно наткнулся на своего боевого племянника Ханли, он решил остаться на острове Отважных звезд на какое-то время. Хозяин магазина ЦАО улыбнулся еще шире. Он стал приторно-дружелюбным, в результате чего Ханли начало тошнить от него. Как только в голову Ханли уже стали закрадываться сомнения, в комнату вошел крупный человек в лазурной одежде со скрученной бородой. Его лицо было темно-красным, и он обладал высоким, крепким телосложением. Он казался чрезвычайно смелым и сильным. «Даосист ЦАО, почему вам вдруг понадобились духовная снежная вода и жидкий небесный огонь? Неужели кто-то хочет войти в стадию формирования ядра?» Большой человек внезапно вошел в комнату с яркой улыбкой. Посмотрев на Ханли, он сразу же перевел свой взгляд на кривую душу. Ханли нахмурился. Этот человек задал вопрос, на который он знал ответ. На самом деле он не был таким смелым и прямолинейным, каким он хотел показаться. Определенно, он был большим интриганом. Сердце Ханли вздрогнуло, в результате он стал более бдительным по отношению к этому человеку. Естественно, на лицах Ханли и кривой души были спокойные выражения с легкой улыбкой. «Хе-хе, помощник Ауян, позвольте мне представить вам моего гостя. Это даосист Кривая душа, он совсем недавно прибыл на наш остров. А это его боевой племянник Ханли, житель нашего острова. Уровень культивации кривой души достиг поздней стадии заложения фундамента, и он хочет как можно скорее достигнуть стадии формирования ядра». Цаолу указал на кривую душу и Ханли, рассказывая это с сияющей улыбкой. «Хе-хе, поздравляю господина даосиста. Если господин даосист сможет достигнуть стадии формирования ядра, у нашего звездного моря появится еще один столб силы». Человек с кудрявой бородой, по имени Ауян, искренне проговорил с сердечной улыбкой. Внезапно он, казалось, что-то вспомнил и почесал свой затылок. Он смущенно сказал: «Ах, моя проклятая память, я совсем забыл о том, что кривая душа немедленно нуждается в духовной снежной воде и жидком небесном огне. Однако, вам ни о чем волноваться, у меня их достаточно, чтобы 2 человека смогли достигнуть стадии формирования ядра». В этот момент этот крупный мужчина с кудрявыми усами достал 2 нефритовые коробки и положил их на стол перед Ханли. «В этих 2 коробках духовные предметы, что вы просили. Сами коробки сделаны из нефрита, который был поднят с глубины моря. Его также можно считать странным сокровищем. Но его, естественно, нельзя сравнить с ценой того, что внутри». Хотя бородатый человек старался произнести это так, будто ему было все равно, но было очевидно, что он был горд этим. «Тогда я действительно должен поблагодарить вас». Кривая душа спокойно выразил свою благодарность, а затем осторожно открыл коробки. В одной из коробок была кристально-прозрачная жидкость. Открыв коробку, чудесная холодная инь-ци пронеслась прямо к кривой душе. Напротив, в другой коробке содержалась огненно-алая жидкость, которая подогревала воздух. После осмотра этих предметов в течение продолжительного времени кривая душа закрыл крышки коробок с довольным лицом. Он поднял голову и безмятежно спросил, сколько духовных камней хочет даосист, чтобы расстаться с этими предметами. Хотя духовная снежная вода и жидкий небесный огонь были не такими уж редкими предметами, как тысячелетние духовные травы, их по-прежнему было трудно найти. Однако, поскольку они были предметами, необходимыми для того, чтобы достигнуть стадии формирования ядра, Ханли решил обрести их.
Глава 377. Формулы таблеток и демоническое ядро. Бородатый мужчина с крупной фигурой махнул рукой, небрежно проговорив: хотя наши 6 объединенных павильонов не являются частью альянса 4 свободных торговцев, мы также обладаем достаточно большим престижем в море рассеянных звезд. Эти 2 предмета довольно редкие, но они постоянно в поле нашего зрения. Пожалуйста, позвольте нашим 6 объединенным павильонам подарить вам духовную жидкость и жидкий небесный огонь в качестве ранних поздравлений для вашего достижения стадии формирования ядра. Хань Ли не испытывал никакого волнения. Вместо этого он внутренне нахмурился, воздерживаясь от того, чтобы кривая душа взяла их. Ранее они уже отдавали такие предметы в подарок. Я не уверен, что в этом мире есть вещь, которая может сравниться с ними. Поскольку кривая душа — это то, что они называют ложной стадией заложения фундамента, может быть, у них есть какие-то скрытые намерения. Хань Ли стал еще более осторожно относиться к этому. Затем кривая душа покачал головой и строго ответил: этого не будет. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Они должны быть проданы за ту цену, которую стоят. У меня есть духовные камни. Или есть что-то, что вы двое слишком смущены, чтобы сказать мне? Сказав это, кривая душа таинственно улыбнулся. При виде того, что кривая душа отказался от такого великого дара, Цаолу и кудрявый бородач удивленно переглянулись между собой. Встретившись взглядом друг с другом, Цаолу сухо кашлянул и сказал: кажется, мы пытались обмануть себя. Поскольку вы уже догадались, что мы что-то скрываем, я скажу это как есть. У наших 6 объединенных павильонов есть несколько проблем, которые требуют вашей помощи. Эти 2 духовных предмета — наше любезное предложение в ответ на помощь. Если вы справитесь с нашим делом, магазины предоставят вам отличную награду. Откровенно проговорил Цаолу, в время, как кудрявый бородач растерялся. Хань Ли внутренне ухмыльнулся, в то время, как кривая душа тактично улыбнулся в ответ: в настоящее время я полностью сосредоточен на формировании своего ядра и не склонен отвлекаться на что-либо другое. Мне очень жаль, но вам придется найти кого-нибудь другого. Кривая душа совершенно не интересовался этим вопросом и остановил разговор. Цаолу и кудрявый бородач не обиделись на его ответ, а вместо этого улыбнулись. Хе-хе, поскольку достижение стадии формирования ядра полностью занимает ваш разум, вы обязательно должен помочь нам. После того, как этот вопрос будет решен, наши 6 объединенных магазинов хорошо отблагодарят вас, подарив в качестве благодарности гранулу падающей пыли. Она, безусловно, поможет вам достигнуть стадии формирования ядра намного быстрее, что увеличит ваши шансы», — сказал кудрявый бородач. «Гранула падающей пыли», — пробормотал кривая душа, будучи слегка удивленным. Цаолу изменил улыбку на торжественное выражение на лице и сказал: «Верно. Требуется 6 культиваторов на стадии ложного ярда, и нам как раз не хватает одного. Ваше прибытие очень кстати для нас. Всем культиваторам, которые будут участвовать в этом, в качестве оплаты будет выдана гранула падающей пыли». Гранула падающей пыли была широко известным предметом в море рассеянных звезд. Однако Хань Ли находился в изоляции от внешнего мира с тех пор, как прибыл на остров. В результате он и понятия не имел о том, насколько удивительной была эта таблетка. Немного поморщившись, кривая душ торжественно спросила: «Не могли бы вы рассказать мне конкретные детали моей задачи, прежде чем я смогу принять решение?» Разумеется. 6 наших объединенных магазинов нашли демонического зверя 6-го ранга и хотим заполучить его демоническое ядро. В результате нам пришлось пригласить посторонних культиваторов для помощи в охоте. Цаолу усмехнулся и ответил на его вопрос. Демонический зверь 6-го ранга. Кривая душа горько улыбнулся. Хань Ли чуть не соскочил со своего места, проклиная их. Демонический богомол 4-го ранга чуть не убил его, а они хотели, чтобы он сразился с демоническим зверем 6-го ранга. Они решили отправить культиваторов на смерть. Увидев сомнение на лице кривой души, кудрявый бородач быстро дал объяснение: «Пожалуйста, успокойтесь, наши магазины продумали план, который значительно снижает риск. Кроме этого, с вами будут 2 старейшины наших магазинов, которые собираются создать формацию 6 пульсаций. Для поддержки достаточно 6 культиваторов стадии фальшивого формирования ядра. Формация 6 пульсаций». Хань Ли показалось название этой формации очень знакомым, как будто он слышал ранее от Синь Жуинь. Затем Хань Ли приказал кривой душе отложить свое решение. «Из-за важности этого вопроса, пожалуйста, дайте мне время подумать. Вас устроит, если я дам вам свой ответ через 2 дня?» Слова кривой души ошеломили Цаолу ошеломленным, но ему ничего не оставалось, кроме как согласиться.
Но когда Хань Ли и Кривая Душа собирались уходить, Цаолу и Большой Кудрявый Бородач заставили их взять с собой духовную снежную воду и жидкий небесный огонь. Они максимально вежливо объяснили, что даже если Кривая Душа откажется, что это будет неважно, он все равно может принять этот подарок. Кривая Душа слегка улыбнулся в ответ на его уговоры, не отказываясь от подарка. Обменявшись несколькими вежливыми словами, Хань Ли покинул этот павильон. Выйдя из павильона белого воды, Хань Ли повернулся, чтобы еще раз взглянуть на павильон. Он слегка покачал головой, прежде чем уйти с площади. Поскольку эти 6 дворцовых павильонов образовывали единую группу, Хань Ли, естественно, решил не заходить больше в ни в один из них и искать что-либо. В конце концов, он получил необходимые ему предметы бесплатно. В результате он направился в другие магазины, чтобы приобрести кое-какие другие необходимые ему предметы. Помимо духовной снежной воды и жидкого небесного огня, он также хотел приобрести несколько материалов для создания кукол второго ранга. Хотя он уже вырастил самый важный материал – многолетнее железное дерево, ему все равно нужно было покупать большое количество вторичных материалов, таких как первичное железо и эссенция облачного камня. Также ему были нужны несколько материалов, чтобы создать пилюлю духовной пищи. После создания этой таблетки он мог бы начать тренировать белых пауков. Думая таким образом, Хань Ли вошел в небольшой магазин с разными товарами, прикупив там большинство из того, что ему нужно. Остальные нужные ему предметы были достаточно редкими, так что ему пришлось искать их в других магазинах. Блуждая по магазинам, он уделял особое внимание магазинам, в которых продавали древние рукописи таблеток и техник культивации. В конце концов, он использовал почти все свои формулы для изготовления таблеток и хотел приобрести еще несколько. Что касается техник культивации, хотя цены на них были необоснованно высокими, с их помощью он бы мог узнать о техниках культивации, которые использовались в этой местности. Обойдя множество магазинов, Хань Ли был удивлен. Пока Кривая Душа ждал снаружи, он ходил по магазинам в поисках формул духовных таблеток. Продавец неожиданно показал ему несколько десятков формул. Хань Ли чуть язык не прикусил от удивления. Хотя он не верил своим глазам, он все равно тщательно изучил формулы таблеток. В результате он был в полном шоке. Независимо от того, использовались ли в формулах таблеток редкие или распространенные материалы, все они нуждались в ядрах демонических зверей вместо духовных трав. Более редкие духовные таблетки даже требовали ядра 6-го или даже 7-го ранга демонического зверя. Хотя для этих формул духовных таблеток также требовались духовные травы, которым было несколько сотен лет, они были только вспомогательными ингредиентами. Их легко можно было заменить другими духовными травами. Таким образом, Хань Ли приобрел толстую стопку формул таблеток, он оставался ошарашенным в течение долгого времени. Под озадаченным взглядом помощника магазина он купил несколько пригодных для употребления формул по низкой цене и вышел в оцепенение. Спустя мгновение он почувствовал себя несколько неудовлетворенным и направился к другим магазинам лекарственных таблеток, обнаружив, что помимо формул таблеток с низкой концентрацией ЦИ, все другие формулы таблеток нуждаются в ядрах демонических зверей. Наконец, у Хань Ли не оставалось другого выбора, кроме как спросить у хозяина магазина о том, что существуют ли высокоранговые формулы, которые не нуждаются в ядрах демонических зверей. Хозяин магазина посмотрел на Хань Ли, как на идиота, а затем спросил, а что еще можно использовать, чтобы создать высокоранговую таблетку, кроме как ядра демонического зверя? Хань Ли ничего не оставалось, кроме как уйти из магазина восвояси. Похоже, что духовные таблетки в области моря рассеянных звезд создавались совершенно другим способом, чем в Южном небесном регионе. Они использовали ядра демонических зверей в качестве основного ингредиента лекарственных таблеток, а не духовные травы. Поразмышляв над этим какое-то время, Хань Ли нашел это вполне разумным. Море не имело ни конца, ни края, и в нем водилось огромное количество демонических зверей. В этом плане ситуация была намного лучше, чем в Южном небесном регионе. Похоже, что эти формулы таблеток сохранились еще с древних времен. Хань Ли размышлял над этим в отдаленном уголке какой-то дороги, тщательно просматривая свою коллекцию недавно приобретенных формул таблеток для стадии заложения фундамента. Однако эта формула таблеток почти ничем не отличалась от той, которую помнил Хань Ли, только духовные растения в ней были заменены на ядро демонического зверя 5-го ранга. Когда Хань Ли увидел это, он убрал формулы таблеток, скрестил руки на груди и погрузился в глубокое созерцание. Глава 378. Выход в открытое море. Часть 1. Спустя какое-то время Хань Ли очнулся от своих размышлений, придумав план действий. Продолжая вести себя как обычно, он продолжил посещать магазины, в которых продавались древние записи о методах культивирования. На этот раз его не ждало никаких неожиданностей.
Он был хорошо знаком с техниками культивации 5 элементов, поскольку они не сильно отличались от тех, что были в Южном небесном регионе. Хотя следует сказать, что магических техник водных атрибутов было намного больше. Также было несколько новых техник, о которых он раньше не слышал. Хань Ли купил эти новые магические техники вместе с книгой, на которую он случайно натолкнулся, «Исследований таблеток Да». Причина, по которой он купил эту книгу, состояла в том, что в ней содержалось описание гранулы падающей пыли от эксперта и комментарий к ней. Хань Ли намеревался тщательно изучить ее, прежде чем подумать о том, стоит ли принимать предложение 6 объединенных павильонов. Поскольку у Хань Ли больше не было покупать что-либо еще, он покинул рынок вместе с Кривой Душой. Покинув город отважных звезд, Хань Ли и Кривая Душа направились в поместье клана Гэу. Примерно через полдня перед глазами Хань Ли предстала знакомая сцена поместья Гэу. Но вместо того, чтобы спуститься к клану Гэу, он сначала приземлился на небольшом холме в стороне от поместья, чтобы взглянуть на небольшой деревянный дом, который он когда-то построил. Маленький деревянный дом по-прежнему стоял там, где он его построил. Однако по нему было видно, что он сильно обветшал, а местами даже почернел от гнили. При виде этого Хань Ли слегка вздохнул и вошел в дом, открыв дверь. А удивился Хань Ли. В комнате совсем не было ни пыли, запаха гнили, которых он ожидал. Вместо этого вся комната была настолько чистой, что ни на кровати, ни на столе, ни на стуле не было ни пылинки. А на деревянном столе был даже горшок с синими цветами. Хань Ли на мгновение растерялся, а потом еле сдержался от смеха. Кажется, клан Гэу позаботился об этом. Хань Ли почесал нос, пробормотав про себя. Затем Хань Ли спокойно вышел из деревянного дома без какого-либо чувства привязанности и оставил Кривую Душу на вершине холма, медленно спустившись к поместью клана Гэу. Однако Хань Ли не собирался быстро лететь в клан Гэу. Хотя формация у поместья клана Гэу не была для него проблемой, мастер клана Гэу был ему все равно, что старым другом. Естественно, лучше было быть вежливым. Но когда Хань Ли оказался перед воротами клана Гэу, его заметили 2 внушительных стражей. Один из них с подозрением спросил: «Кто вы? Что привело вас в наш клан Гэу?» Хань Ли улыбнулся и сказал мягким голосом: «Скажи мастеру своего клана, что пришел старый друг по имени Хань. Мастер нашего клана не встречается с посторонними». «Подожди, Хань. Неужели вы бессмертный мастер Хань?» Страж сначала хотел выпроводить его, но, услышав его имя, проявил сомнение. «Что ты знаешь обо мне?» Хань Ли слегка хмурился. «Значит, это вы бессмертный хан. Подождите немного, бессмертный мастер. Я доложу о вас мастеру клана». Охранник больше не говорил ни слова, а отправился к усадьбе. Хань Ли равнодушно взглянул на усадьбу и больше ничего не сказал. Вскоре после этого большая группа людей покинула поместье. Старик, который вел их, широко улыбнулся при виде Хань Ли и громко закричал: «Бессмертный Хань, вы, наконец, вернулись. Я ждал вас столько лет». Затем старик поспешно направился вперед, чтобы приветствовать Хань Ли. Остальные последовали его примеру, каждый с уважением отдал честь Хань Ли. Хань Ли пристально взглянул на знакомое лицо старика. Это определенно был мастер клана Гэу, но его волосы были теперь белыми, а лицо было дряхлым. «Мастер Гэу, я надеюсь, что вы здоровы?» — спросил Хань Ли с непринужденным выражением лица. При уважительном приветствии мастера Гэу Хань Ли вошел в огромную резиденцию в центре поместья Гэу. Как только мастер Гэу вошел в дом, он тут же передал Хань Ли большой мешок духовных камней, не дожидаясь, когда он что-нибудь скажет. Кроме того, он представил Хань Ли своим нескольким младшим их клана Гэу. В частности, он представил ему своего старшего сына, 30-летнего юношу по имени Гаукай. Естественно, что Хань Ли понимал, к чему клонил мастер Гэу. Близился конец его жизни, поэтому он хотел, чтобы Хань Ли продолжал помогать его клану даже после его смерти. Хань Ли слегка улыбнулся и пообещал, что сделает все возможное во имя старой дружбы. Мастер клана Гэу обрадовался, услышав это, и собирался закатить пир ради Хань Ли, но он тактично отказался. Затем он еще немного побеседовал с мастером клана Гэу и покинул поместье. Покинув клан Гэу, Хань Ли забрал Кривую Душу с холма и направился в близлежащую деревню. Хань Ли снял комнату в гостинице и провел ночь, изучая исследования таблеток Да, совсем позабыв про сон. На следующий день у Хань Ли уже было общее представление о таблетках области моря рассеянных звезд. Что касается конкретно гранулы падающей пыли, он несколько раз подробно изучал его описание. В соответствии с этой книгой, для создания гранулы падающей пыли было необходимо не только ядро демонического зверя, но также множество редких духовных растений. Это была невероятно ценная таблетка. Таблетка действительно обладала чудесным эффектом,
который увеличивал шансы на достижение стадии формирования ядра. Хотя увеличение шансов было незначительное, ее можно было принимать только культиваторам, которые находились на пике стадии заложения фундамента, так что она ценилась на вес золота. Для культиваторов, которые хотели успешно сформировать свое ядро, любые предметы, способные повысить их шансы на успех даже на 1%, были очень желанными, но крайне редкими. Тем не менее, Хань Ли понимал, что, поскольку 6 объединенных павильонов предлагают эту редкую лекарственную таблетку в качестве оплаты, задача не будет такой простой, чтобы просто поддерживать формацию. Если бы он согласился, то только небесам было бы известно, какая опасность его ждала впереди. Тем не менее, Хань Ли действительно хотел заполучить эту гранулу падающей пыли. В конце концов, и он, и кривая душа были на грани стадии формирования ядра. Если отбросить свои скромные шансы, то у кривой души было 1/3 шанса на успех. Поскольку вероятность неудачи была столь высока, он не мог не беспокоиться по этому поводу. Ему просто необходимо было получить эту таблетку. Погрузившись на продолжительное время в созерцание, он, в конце концов, пришел к решению пойти на риск. В конце концов, и он, и кривая душа были культиваторами на поздней стадии заложения фундамента. В случае опасности у него было достаточно сил защитить себя. Кроме того, оказалось, что 6 объединенных павильонов – очень властная структура. Приобретение связей с ними могло оказаться очень полезным, пока он находился в области моря рассеянных звезд. Однако он сначала решил выяснить о репутации 6 объединенных павильонов. Если бы они забрали свои слова, после того, как он закончил свою миссию, он бы сильно пострадал. Придя к такому решению, Хань Ли привел кривую душу обратно в город отважных звезд. Спустя полмесяца из порта острова отважных звезд вышел огромный корабль. Спустя мгновение 2 полосы света, белая и синяя, метнулись на корабль и приземлились на ней. После того, как свет исчез, на борту корабля появились 3 человека: высокий и сильный, но уродливый человек, молодой человек с совершенно непримечательным видом и странный мужчина средних лет. Широкоглазый человек с густыми бровями вышел и с уважением поприветствовал крепкого мужчину и юношу: «Добро пожаловать на наш корабля, бессмертные мастера. Я капитан корабля, Ло Чжэн. Другие бессмертные мастера уже на борту. Я доставлю вас всех в место обитания демонического зверя». Бессмертные мастера, к которым он обращался, были, естественно, кривая душа и Хань Ли. Что касается мужчины средних лет, он был хозяином магазина павильона белой воды Цаолу. «Уважаемый даосист кривая душа, будьте осторожны. Мне нужно вернуться назад в павильон, чтобы решить кое-какие вопросы». Сказав это, он попрощался и улетел. Мужчина с густыми бровями опустил голову и сказал: «Пожалуйста, проходите, мы уже подготовили для вас комнаты. Корабль скоро отправляется». Хань Ли осмотрел корабль, а затем отправился в свой корпус вместе с кривой душой. Ло Чжэн последовал за ними. В этот момент огромный корабль начал двигаться. Войдя в корпус корабля, Хань Ли был удивлен. Перед глазами Хань Ли предстал не узкий, маленький коридор, а роскошный зал длиной более 40 метров. Вышитый ковер лежал на полу зала, а в центре комнаты стоял длинный стол из сандалового дерева с золотыми и серебряными приборами. За ним было более дюжины стульев, на которых сидели около дюжины беседующих человек. Как только Хань Ли и кривая душа вошли, несколько ледяных, суровых взглядов пронеслось мимо них. Их взгляды проносились мимо Хань Ли и сосредоточились на кривой душе. Кривая душа вышел вперед Хань Ли и бесцеремонно сказал: «Я кривая душа. Это мой боевой племянник Хань Ли. Какие-то проблемы, господа даосисты?» Глава 379. Выход в открытое море. Часть 2. Женщина в возрасте лет 40 встала и заговорила с сияющей улыбкой: «Добро пожаловать, господин кривая душа. Я Фэн Саньян из 6 объединенных павильонов дворца. Я буду контролировать формацию, которой все будут поддерживать». Хотя эту женщину нельзя было назвать красавицей, у нее были приятные черты лица. «Приветствую даосиста Фэн, кривая душа», сказав это, направился к столу вместе с Хань Ли. Множество других культиваторов уже попали в поле зрения Хань Ли: конфуцианский ученый среднего возраста с обычной внешностью, очаровательная молодая женщина около 20 лет, старик с глазами цвета золы, юноша, который был покрыт светящимся красным светом. Прибавить Фэн Саньян, и их было ровно 5. Однако очаровательная молодая женщина была культиватором на ранней стадии заложения фундамента, и она вместе с конфуцианским ученым. Судя по их поведению, можно было сказать, что они были компаньонами Да.
Хань Ли на секунду задумался, в то время, как Фэн Саньян проговорила с очаровательной улыбкой: «Господин даосист Кривая Душа, вы прибыли как раз вовремя. Я только что начала рассказывать о создании формации 6 пульсаций. Если мы все будем хорошо осведомлены об этой формации, когда придет время, наша миссия пройдет гладко. Но до этого я должна познакомить вас со всеми». Фэн Саньян была очень искусным в общении с другими. Всего парой слов ей удалось растопить лед между всеми присутствующими. Эти двое были отправлены мастером острова сказочных звезд, старшим Чжаньтаем. Это его блестящий ученик, даосист Ма, и его компаньон даосист Сюэ. Фэн Саньян сначала представила конфуцианского ученого среднего возраста и молодую женщину рядом с ним Хань Ли. Холодно окинув взглядом Хань Ли, конфуцианский ученый высокомерно обратился к Кривой Душе: «Кривая Душа, вы культиватор с острова отважных звезд. Я знаю многих людей, но почему я никогда не слышал о вас?» По какой-то неизвестной причине этот конфуцианский ученый средних лет решил, что Кривая Душа как-то странно посмотрел на него и произнес это оскорбительное заявление. Дружелюбное выражение на лице Фэн Саньян на мгновение изменилось, но она тут же пришла в норму. «Я изначально не был культиватором острова отважных звезд. Я всего лишь прибыл на остров, чтобы навестить моего боевого племянника Хань Ли, поэтому нет ничего странного в том, что вы не слышали обо мне. Более того, ваше имя я тоже слышу в первый раз». Кривая Душа с насмешкой ответил ему. «Вы, конфуцианский ученый среднего возраста, пришел в ярость». Его лицо потемнело от злости, он хотел было что-то сказать, но Фэн Саньян быстро прервала его и сменила тему. «Теперь я хочу представить этого старшего, скрытого культиватора с острова Золотой Черепахи, господина даосиста Цин Суанцы. Хотя мало кто знает о нем, существует только несколько культиваторов в стадии заложения фундамента, которые могут сравниться с его техниками магии дерева. Что касается его соотечественника даосиста Яня, он еще более впечатляет. Благодаря его секретной огненной технике он сумел довести его истинный огонь до совершенства. Господин даосист Цин. Господин даосист Янь». Хань Ли кивнул головой в сторону старика и юноши. Несмотря на то, что эти двое были также поздней стадии заложения фундамента, Хань Ли чувствовал гораздо более глубокое давление от них, чем от конфуцианского ученого среднего возраста. Поскольку уровень их культивации был высоким, Хань Ли ни в коем случае не хотел случайно оскорбить их. «Здравствуйте, господин даосист Кривая Душа». «Приветствую». Эти двое не были высокомерны и слегка улыбнулись Кривой Душе. В результате чего конфуцианский ученый среднего возраста почувствовал себя неловко. Таким образом, не дожидаясь, когда Фэн Саньян продолжил, он вдруг сказал с абсолютно мрачным выражением лица: «Я собираюсь вернуться в свою комнату и помедитировать. Я позже расспрошу вас о создании формации». Затем, взмахнув рукавами, он повернулся и вышел из зала. Молодая женщина извиняющимся взглядом взглянула на остальных и последовала за ним. «ГМ. И с какой стати он ведет себя так высокомерно? Ну и что его мастер хозяин острова?» Юноша по имени Янь, чье тело сияло красным светом, проговорил в гневе. Выражения лиц старика и Фэн Саньян слегка изменились. Однако, как только лица старика приняло обычное выражение, Фэн Саньян пригласила Кривую Душу за стол с широкой улыбкой, словно желая замять дело с конфуцианским ученым. «Разве нам не нужно именно 6 человек? Кажется, что у Сюэ не хватает уровня культивации, чтобы поддерживать формацию», спокойно спросил Кривая Душа, присев за стол без какого-либо особого приличия. Фэн Саньян улыбнулась и объяснила: «У нас есть еще один культиватор по имени Доу с острова Движущегося Крика. Однако в настоящее время она занят культивацией своей техники и не покидал свою комнату за последние несколько дней». «А вот как?» Кривая Душа кивнул головой и больше ничего не сказал. Но поскольку Фэн Саньян было очень интересно побольше узнать о Кривой Душе, она иногда задавала ему разные вопросы. Хань Ли, управлявший Кривой Душой, стал настороженно относиться к ней, поскольку он не знал, что у нее на уме. Когда она спросила, знает ли Кривая Душа что-нибудь о формации 6 пульсаций, Хань Ли повелел Кривой Душе ответить, что он ничего о ней не слышал. Женщина улыбнулась, заявив, что другие тоже. Затем она стала объяснять о происхождении этой формации. Это было действительно удивительно. Фэн Саньян была редким специалистом по созданию заклинаний, хотя у конфуцианского ученого среднего возраста и были проблемы в общении с другими, он, в конце концов, вернулся в главный зал на следующий день, чтобы услышать о важных аспектах поддержания формации. В конце концов, 6 объединенных павильонов пригласили его именно за этим, и он не мог уклоняться от своих обязанностей. 3 дня спустя последний культиватор закончил свое уединенное культивирование, в результате чего у Хань Ли представилась возможность познакомиться с ним.
Это был огромный, 7-футовый мужчина с суровым лицом. Хотя он выглядел очень суровым, на самом деле он оказался добрым и открытым человеком, который легко нашел общий язык с остальными. Вместе с последним членом их команды они закончили слушать объяснения Фэн Саньян обо всех тонкостях создания этой формации. Затем они часто делали остановки, тренируясь создавать формацию. Таким образом, они были уверены, что им удастся с первой попытки захватить демонического зверя, когда придет время. Все были довольны этой договоренностью. Таким образом, когда корабль замедлился, все они выглядели совершенно спокойными. На лице Фэн Саньян все так же сияла улыбка, а на лице не было ни единого признака нетерпения. Когда создание формации было отточено до совершенства, Фэн Саньян больше не стала откладывать путешествие, и корабль продолжил свое путешествие на полной скорости. Через месяц корабль прибыл на безымянный, пустынный остров. Во главе с Фэн Саньян, Хань Ли и остальные спустились на сушу. Как только они ступили на остров, с неба спустился ослепительный золотой свет, и несколько человек внезапно появились перед ними. Когда свет погас, старик, лицо которого сияло тусклым золотым блеском, безмерно взглянул на них. У этого человека не было никаких заметных колебаний магической силы, несмотря на то, что он, очевидно, не был смертным. Казалось, что он с легкостью мог сдерживать свою непостижимо глубокую магическую силу. Появление такого эксперта заставило сердце Хань Ли вздрогнуть. Фэн Саньян без колебаний вышла вперед и глубоко поклонилась старику, произнеся: «Подчиненная Фэн Саньян приветствует старейшину Мя». В этот момент Хань Ли и другие, стоявшие за ней, также почтительно поздоровались с ним. Естественно, что они не могли позволить себе проигнорировать культиватора стадии формирования ядра. Спокойным выражением старик медленно проговорил: «Не стоит быть таким вежливым. Фэн Саньян, ты хорошо справилась. Тебе удалось очень быстро доставить этих помощников. Тренировались ли вы в пути создавать формацию? Демонический зверь, с которым мы имеем дело, довольно сильный, мы не можем быть беззаботными. Старейшина, успокойтесь. Все уже полностью освоили множество вариаций этого заклинания. Мы обязательно сможем поймать зверя». В голосе Фэн Саньян звучала уверенность. Старейшина Мя взглянул на культиваторов стадии заложения фундамента. Затем он сказал дружелюбным тоном: «Хорошо. Помогите нам поймать его. Если вы проявите себя, мы отблагодарим вас должным образом, вне всяких сомнений». Не дожидаясь, пока остальные скажут что-либо, конфуцианский ученый средних лет заговорил с заискивающей улыбкой: «Старший, успокойтесь. Мы обязательно сделаем все, что в наших силах». Хотя на лицах у остальных людей появились странные выражения при виде лести конфуцианского ученого, они были согласны с его словами. Удовлетворенный их ответами, старейшина Мя кивнул головой и сказал: «Мы уже разместили флаги формации несколько дней назад. Вам будет нужно только поддерживать его. Что касается старейшины Гэу, он находится неподалеку и преследует демона, и я вскоре присоединяюсь к нему. Полагаю, завтра утром мы сможем завлечь зверя в формацию, и вы сможете продемонстрировать свое мастерство. Так что вы можете просто отдохнуть». Затем старейшина Мя превратился в полоску золотого света и метнулся в небо, исчезнув в то же мгновение. Фэн Саньян повернула голову и произнесла торжественным голосом: «Дамы и господа, вы слышали старейшину Мя. Сегодня мы можем отдохнуть, чтобы быть в отличной форме перед завтрашней битвой». Другие, естественно, не стали спросить, а просто кивнули в ответ. Однако в этот момент Цин Цюаньцзы, который мало говорил за все это время, внезапно проговорил: «Госпожа Фэн, но какого именно зверя они ищут? Никто нам так и не сказал это. Как мы будем действовать завтра, если вы, наконец, не дадите нам четкий ответ?» Вопрос старика взволновал сердце других, в результате уставились на Фэн Саньян ожидания ответа. Этот демонический зверь, видимо, был настолько ужасным и редким, что на его поимку требовался целый план и группа людей. Это не мог быть обычный зверь. Глава 380. Человекоподобный дикий карп. Когда Фэн Саньян услышала это, она горько улыбнулась. Убрав пряди волос со лба, она проговорила: «Братья-даосисты, дело не в том, что я не хочу говорить вам об этом звере. На самом деле мне приказали не разглашать эту информацию, пока мы не прибудем на остров. Теперь, когда мы прибыли, я, наконец, могу все вам рассказать. Зверь, с которым наши 6 объединенных павильонов хотят сражаться, это детеныш дикого карпа. Вот почему мы были настолько осторожны. Человекоподобный дикий карп». Когда Цин Цюаньцзы услышал это, он невольно воскликнул от удивления. Хань Ли беспристрастно посмотрел на него.
Хотя он и не знал, что это был за демонический зверь, судя по бледным выражениям лиц других, это было серьезно. Да, не стоит удивляться тому, что 6 объединенных дворцов были настолько осторожны. Если это действительно настоящий демонический зверь, такая осторожность на самом деле оправдана. Если бы кто-то узнал об этом, мы не избежали бы беспорядков. Пробормотал Цин Сюаньцзы. Сердце Хань Ли вздрогнуло, услышав его слова. Выражения лиц юноши по имени Янь и большого лысого мужчины постоянно менялись, потому что их сердца были в смятении. Только конфуцианский ученый среднего возраста с неприглядным выражением холодно сказал Фэн Саньян: «Ваши 6 объединенных павильонов превзошли самих себя. Всем известно, что человекоподобный дикий карп — водный демонический зверь, владеющий невероятными божественными техниками воды. Его 6-й ранг можно сравнить с земными демоническими зверьми 7-го ранга. Сказав нам о том, что этот демонический зверь 6-го класса, вы намеренно нас обманули?» — спросил конфуцианский ученый среднего возраста. Цин Сюаньцзы и другие в конце концов оправились от шока, и на их лицах также появилось недовольство. Хотя все они были отступниками, которые в основном путешествовали, они не осмеливались прямо оскорбить 6 объединенных павильонов. Они безмолвно уставились на Фэн Саньян в ожидании ответа. Лицо Фэн Саньяна потемнело, и она ответила без всякой вежливости: «Да, Систма, то, что вы говорите, ошибочно. Наши 6 объединенных павильонов никого не обманывали. Хотя справиться с человекоподобным диким карпом достаточно сложно, это по-прежнему демонический зверь 6-го ранга. Как вы могли сравнить демонического зверя 7-го ранга с 6-м? Кроме того, поскольку наши павильоны предложили столь драгоценную награду, как гранула падающей пыли, легко понять, что это не будет обычный зверь. В противном случае мы бы работали себе в убыток». Конфуцианский ученый средних лет какое-то время оставался безмолвным, а Хань Ли внутренне нахмурился. Хотя откровенные слова женщины все еще звучали у него в голове, он чувствовал себя неловко и невольно взглянул на остальных. У остальных троих, похоже, что было точно такое же состояние, как и у Хань Ли, и они даже проявили еще большее недовольство, чем он. Затем Фэн Саньян внезапно обратилась к кривой душе и сказала: «Естественно, наш павильон действовал таким образом, чтобы гарантировать, что существование человекоподобного дикого карпа не будет раскрыто раньше времени. В результате договоренности были сделаны до того, как мы прибыли сюда. В дополнение ко всему вы получили гранулу падающей пыли только после того, как мы поймаем зверя, и вы все получите 1000 духовных камней в качестве компенсации за сохранение тайны. Это вас устроит?» Услышав ее слова, недовольство тут же исчезло с их лиц, и все они одобрительно кивнули в ответ. Однако мужчина средних лет по-прежнему казался недовольным, но его молодая, красивая компаньонка что-то прошептала ему на ухо. Его выражение лица тут же изменилось, и он промолчал. Вскоре после этого все разошлись по острову, чтобы найти тихое место для медитации и отдыха. Хань Ли и Кривая Душа обнаружили огромный риф на берегу океана и сели, скрестив ноги, столкнувшись друг с другом. Под дотошными командами Хань Ли, Кривая Душа быстро вошел в состояние медитации. Сам Хань Ли также закрыл глаза, начав было медитировать. Но через промежуток времени, который бы потребовался, чтобы заварить чай, Хань Ли нахмурился. Мысли потоками блуждали у него в голове. По какой-то неизвестной причине он чувствовал себя так, как будто должно было произойти что-то странное. Какое-то время он размышлял о своих беспокойных опасениях, а затем беспомощно улыбался, поскольку не мог понять причину. Он все еще очень нервничал. Хотя его духовная энергия была в норме, завтра ему предстояло помогать 2 культиваторам в стадии формирования ядра формации 6 пульсаций. Хотя этот демонический зверь казался совершенно необычным, демонический зверь всего-навсего демонический зверь. Столкнувшись с культиваторами, чьи силы превосходят его собственные, разве он мог их победить? С этим не должно возникнуть проблем. Пытаясь успокоить себя таким образом, Хань Ли решительно попытался начать медитировать. Но через какое-то время на его сердце снова стало тяжело, и он не смог успокоиться. Хань Ли глубоко вздохнул и встал. Казалось, что если он не сделает что-нибудь, он не сможет расслабиться. Хань Ли беспомощно огляделся по сторонам и выпустил свое духовное чутье. К счастью, вокруг никого не было. Хань Ли быстро похлопал по своей сумке для хранения, достал дюжину сверкающих флагов для создания формации и 6 нефритовых пластин, инструменты для установки лазурной водно-нефритовой формации. Хотя эта формация не могла сравниться с возобновляющейся формацией 5 элементов или формацией 6 пульсаций, она все еще была намного сильнее, чем обычные магические формации. Кроме того, создать ее было чрезвычайно просто благодаря ее инструментам. Хань Ли заставил Кривую Душу помочь ему в создании формации, используя риф в качестве центра заклинания, расставляя остальную часть флагов и пластин формации в пределах 100 метров.
Наблюдая за тем, как кривая душа расставляет флаги и пластинки, Хань Ли почувствовал, как его беспокойство постепенно рассеивается. Он слегка улыбнулся и самонадеянно сказал: «Кажется, я все еще боюсь смерти». На следующий день, перед восходом солнца, Фэн Саньян и другие собрались вместе, пролетев более 5 километров до моря. В этот же момент, в воде в 500 километрах от них, полоса золотого света и полоса желтого света быстро летели в направлении безымянного небольшого острова. В километре позади них был большой белый туман, в диаметре около 400 метров, преследовавший их на огромной скорости с криком младенца. Любой, кто слышал этот жалкий вопль, чувствовал, что их кровь в венах застывала. «Старейшина Мя, должен ли я отправить им летающий меч и посмотреть, готовы ли они?» Внезапный голос раздался от стремительного желтого света. «Конечно». Старейшина Мя согласился без колебаний. Его тело размылось и снова появилось в центре желтого света. В то же время золотой свет, окутывающий его, превратился в золотую радугу и исчез в одно мгновение. Огромный белый туман, преследующий их, будто бы разозлился в ответ на это, и плач младенца стал еще более интенсивным. Его плач постепенно превратился в звук грома и стал еще более оглушительным. Нехорошо. Зверь собирается использовать божественный водяной гром. Старший брат Гэу, пожалуйста, поторопитесь. Старейшина Мя, окутанный желтым светом, выкрикнул, как будто он очень боялся звуков грома позади него. «Будьте спокойны. Моя небесная чаша ничуть не замедлилась». Сказав это, желтый свет ускорился и значительно увеличил расстояние между ними и белым туманом в одно мгновение. Однако белый туман не собирался сдаваться. Продолжая издавать звуки воплей и грома, туман ускорился вслед за ними, рассекая морскую воду, в результате чего волны распространялись так далеко, насколько их можно было окинуть взглядом. Кривая душа и остальные уже заняли свои позиции перед формацией, в руке каждого был большой синий флаг. Флаг, почти 6 метров в длину, излучала нити ослепительного синего сияния. 6 культиваторов поздней стадии заложения фундамента стояли с серьезными лицами на расстоянии около 400 метров друг от друга, паря на своих летающих магических инструментах над морем, образуя полукруг. Хань Ли стоял за кривой душой с сосредоточенным взглядом. Что касается компаньона да конфуцианского ученого, она стояла рядом с ним с аналогичным выраженным на лице. Через мгновение полоска золотого света внезапно рассеялась в небе и очутилась в руке Фэн Саньян, что привлекло внимание остальных. «Все, будьте готовы. Человекоподобный дикий карп вот-вот будет здесь. Как только зверь войдет в формацию, немедленно заблокируйте выход». Фэн Саньян получила сообщение и громко прокричала об этом другим. Затем золотой свет улетел и скрылся в небе. Сердце Хань Ли дрогнуло, он стал внимательно вглядываться в том направлении, в которое улетел золотой свет. У других также было сосредоточенное выражение на лице, как будто ждали наступления бури. Спустя какое-то время издалека послышался слабый грохот, который вскоре стал намного громче. В конце концов, они заметили полосу желтого и золотого цвета, которые направлялись к ним со скоростью молнии. Их преследовал огромный белый туман. Это человекоподобный дикий карп. Хотя Хань Ли ничего не мог видеть, кроме тумана, он не мог не представить себе зловещий облик этого демонического зверя, скрывающегося внутри.